Всем привет! Давайте сегодня посмотрим, на что стоит вам обратить внимание, что важного нужно рассмотреть в своей жизни, дабы не упустить какие-либо возможности, возможно, какие-то знакомства будут вам на руку. В общем, вот уже прыгает у нас тут король жезлов. Ох, какой мужчина! Какой мужчина страстный, красивый, сильный, целеустремленный, такой вот прям знает, чего хочет. Так, хорошо. Ну, давайте я его уберу. Потом, раз он вышел сам первый, значит, он еще проявит. По идее, должен проявить себя. Итак, сейчас посмотрим вашу сигнификацию быстренько, недолго. А потом уже будем смотреть, на что стоит обратить внимание. Так, кто вы? Королева Пентаклей. Одна из самых лучших карт вообще в колоде Таро. Королева Пентаклей. Это женщина, в которой очень, знаете, заложено много качеств. Это и мама, и хранительница очага, хозяйка. Такая, умеет зарабатывать, вы умеете хранить деньги, копить деньги, распределять их. У вас все как-то степенно, спокойно и по полочкам. Вот как-то от этой карты веет неким умиротворением. Вот эта приземленность. Жить в моменте здесь и сейчас. Что вы за человек? Вы победитель. Всегда добиваетесь своего, знаете определенно, чего хотите, и именно за счет того, что вы понимаете, куда вы идете, для чего вам это надо, вы и побеждаете. Вас люди видят победителем, люди вами восхищаются, понимаете? Они смотрят на вас как на пример, как надо. Возможно, вам об этом, конечно, и не говорят, но это так и есть. Да вы еще и принцесса кубков. Добрая, эмоциональная можете быть. Все через себя можете пропускать. То есть, если к вам человек пришел с какой-то бедой или за помощью пришел к вам, вы словно через себя все пропускаете. Не останетесь равнодушными. Поможете обязательно. Вы умеете любить. Если любите, то любите искренне. Такая дама довольно-таки самодостаточная. У вас с денежкой все в порядке. Если сейчас имеются некие затруднения, знаете, это только временные трудности, потому что по девятке пентаклей это когда женщина твердо стоит на ногах, и у нее есть накопления, возможно, какие-либо. То есть тут именно мечта мужчины, я бы даже так сказала. Очень приятно смотреть такую личность. Очень приятно. Вы знаете, вот что касается, допустим, каких-то достижений, вот тут у вас могут быть немножко мужские энергии присутствовать. Но это самая-самая малая часть, самая доля мужских вот этих энергий. Но в основном вы находитесь в своей энергии, в энергии женственности. Это вы женщина. И вот это вот манит мужчин, это манит их. Вообще все же мы состоим из мужских и женских, да, энергий, поэтому тут не мудрено. Хорошо, так, мы посмотрели, кто вы. И теперь приступаем. На что вам стоит обратить внимание? Может быть, даже на кого, да? Будем разбирать. Так. Посмотрим. На что? На свои эмоции.
Здесь вам нужно обратить внимание на свои чувства к человеку, с которым у вас все закончилось. Мужчина вами манипулировал. Я не могу одного понять, то ли вы закрылись от него. Ну, то, что у вас крах в отношениях, это так понятно. Ну, в общем, кто-то один из вас закрылся. Либо вы оба закрылись друг от друга. А для чего вам стоит обратить внимание на именно на вот это? Для чего? Понятно, понятно, понятно. Смотрите, вот эти чувства, которые вы испытываете к этому мужчине, они вас перенаправляют немного в жестокость, в жесткость, в холодность. То есть вы по своей натуре другой человек, вы другая женщина, вы чувственная, такая вся женственная, ранимая, может быть, где-то, приземленная, хозяюшка, да. А вот эти вот чувства к этому мужчине, они как будто вы становитесь такая колкая, где-то даже местами агрессивная, острая на язык, то есть вам, ну, вы особо не заморачиваетесь, там, что о вас подумают другие, или как будут чувствовать себя другие люди, когда вы им правду говорите, или еще что-то. И это разбивает вам сердце. Вот тут как раз-таки и вот эти все мысли, вот эти эмоции, они, понимаете, ну это как эгоизм какой-то. Здесь, мол, мое, это вот мой мужчина, я должна была быть его императрицей, а возможно там уже другая императрица у него. То есть вам надо обратить на это внимание. И что, хорошо, а что произойдет, если вы вот проработаете вот эти чувства и измените внутри себя по отношению к нему? Это вы обретете силу. Очень интересно, потрясающе. Смотрите, как только вы проработаете все эти эмоции и, так сказать, подутихнете, да, перестанете как-то реагировать и вообще страдать из-за этого, вы обретете такую силу, которая даст вам неимоверный толчок вперед. И вот тут как раз-таки на пороге может появиться вот тот маг со словами «моя». Не отдам. Но только вот вопрос, как бы нужен ли он вам, если там все закончилось, и он так повел себя не очень. А вообще нужен он вам? Как видит выше сил? Да. Да. Вы должны здесь поменяться ролями. Вы не должны страдать. Он должен вас добиваться, потому что он чувствует то, что вы его, она моя. Он говорит, я ее никому не отдам. Он должен бороться за вас. И у вас идет все к солнышку. Причем и он энергии свои поменяет. Он станет к пентаклевым, под стать вам. То есть таким надежным мужчиной, стабильным, который работает, зарабатывает. Здесь важно отпустить человека и перестать по нему страдать. Вот на что надо обратить свое внимание. Так, супер, отлично. Хорошо. Так, посмотрим еще, на что вам стоит обратить внимание. На что еще вам стоит обратить внимание? Сейчас, секунду, я выложу, чтобы понять всю картину. Доверьтесь Вселенной. Вот доверьтесь, потому что здесь я вижу, что для вас уготовлено
что-то счастливое, стабильное. И это идет от Бога, от высших сил. Здесь еще ваш род за вас заступается, он у вас переживает. И вот тут надо отпустить все. Допустим, вот кто еще не встретил своего человека, не встретил свою любовь, не обрел еще семью, не надо отчаиваться. Доверьтесь просто высшим силам. Сходите в церковь, помолитесь, можете дома помолиться даже, можете поговорить с каким-нибудь духовным наставником, как-то облегчить себе душу. Вот. И у вас начнут исполняться ваши желания. Причем здесь по семерке кубков и вот рядом такие карты, которые говорят, у нее все то, что она раньше мечтала, оно начнет исполняться. Она обретет счастье. Просто надо довериться высшим силам, Богу. Так, хорошо, еще на что обратить внимание? Опыт. Смотрите, здесь карты говорят о том, что когда в вашей жизни появится некий мужчина, для отношений не нужно торопиться. Не забывайте про свой опыт. Закрываться не надо, но вспоминайте свой опыт прошлого. Нельзя в омут с головой падать. Здесь по рыцарю Пентаклей нужно немножко так, чтобы медленно, но верно развивались события, ваши отношения. Начните с сотрудничества, начните с дружбы. Да, вы будете там, возможно, у вас появится какая-то буря эмоций, но не торопитесь, пожалуйста. Здесь карты говорят, что нужно как-то узнать человека. Возможно, здесь придется как-то посотрудничать с ним, поработать, либо на работе, может, встретитесь, я не знаю, но как-то вот пообщаться, узнать его поближе. Вот так. Не торопиться. На что еще вам надо обратить внимание? Еще посмотрим чуть-чуть и будем заканчивать. Вот здесь больше не на что, здесь больше как совет. Если у мужчины стоит выбор между вами и еще кем-то, уходите, закройтесь от этого человека и уходите. Начните новый путь, потому что здесь это не то, что вам надо. Значит, это не ваш человек. И еще такая идет информация. Если к вам придет мужчина с чувствами, не закрывайтесь от него и не убегайте. Дайте возможность ему проявить себя по тузу жезлов. Показать, на что этот мужчина способен. Не уходите сразу. Так, хорошо. Ну и последний посмотрим, так, на что вам надо обратить внимание. Вот неугомонный, да? Никак он от вас не уйдет. Прошлое. Прошлое. Будет выход из какой-то подвешенной ситуации. Все, что раньше для вас было непонятным, и вообще в целом вы не понимали вообще, что происходит, вы начнете узнавать. Все начнет раскрываться перед вами. Карта прошлого, мужчина из прошлого. Он приедет к вам. Да, опять говорит моя. Представляете? Не отдам. Да мы уже поняли. Ох. Здесь товарищ один такой. Ну, я вот так вот звездочками прикрою.
Тут притяжение такое лютое, он на вас подсел, он не может без вас. Да, он говорит, я готов меняться. Я готов меняться. У нас любовь, говорит он. А у нас любовь. В общем, смотрите, девоньки, если вдруг к вам нагрянет бывший, с которым были абсолютно непонятные отношения, дайте возможность высказаться ему, поговорите, пожалуйста, с ним, потому что в первую очередь вы сами себе облегчите душу, и у вас в голове и в душе выстроится пазл, то есть нарисуется общая картинка того, что вообще происходило. Потому что здесь мужчина, он без вас уже не может. Вот эта тяга, которая у него присутствует, вот, он не выдержит. Угу. Тут еще этот король нарисовался все-таки. Ну, давайте его посмотрим. Ты кто? Что ты здесь делаешь? Ты новый мужчина? Или ты из прошлого? Такое чувство, что это из прошлого. Это не новый человек, потому что здесь... Ой, мама родная. Ну, тут какой-то нечестный мужчина. Либо, знаете как, придет к вам и хитрить будет, и юлить будет. Как-то вот он... Зачем тебе это? Для чего? Он говорит, новый путь хочу. Сейчас, девочки, другую колоду возьму. Я хочу посмотреть, новый ли это мужчина или нет. Даже не знаю. Какая просится. Так, ну давайте. Муху возьмем. Не пойму, то ли он хочет нового пути с вами, и как-то он влюблен, любит, но это тот же, либо это новый, но опять хочет надурить и как-то по легкости к вам проявиться, то есть как-то несерьезно. А как ты, кто вообще? Ты новый мужчина? Давайте еще раз на этой колоде спросим. Ты новый человек? Или ты бывший? Кто ты? Но здесь бывший, он хочет обнулить ситуацию. Здесь бывший, здесь уход был. Понимаете, тут вы, возможно, закрылись от него. Вот опять там семерка мечей, тут пятерка мечей. Он как бы здесь, да, здесь было какое-то предательство с его стороны, какая-то вообще прям нож в спину вставил. Но он очень хочет исправить это. Он очень хочет это исправить. Да, долго длится вся эта ситуация у вас, очень долго. Оно уже все настолько изжило, наверное, себя. Но когда есть любовь, любовь же все победит. Хорошо, сейчас возьму свою колоду. Небо и земля. Да, ну здесь, видите, вот мне карта выскочила, да. Здесь будет очень сложный разговор. Как-то все так тяжело казалось, что будет. Кажется, что будет тяжело, но это даст вам вперед движение. Да, это для вас хорошо. Вам нужно через это пройти. Вот видите, вы здесь выйдете, все равно вы победительница здесь. То есть для вас... Ой, ё-моё, забыла же. Вот так вот. Не видно? Не видно. Здесь вам надо разъяснить все полностью с ним.
расставить все точки над и прийти уже к чему-то, потому что здесь прям вот такие энергии витают, когда недосказанность в силу каких-то обстоятельств, возможно, как-то нерешительность мужчины или да вообще в целом все что угодно. У каждого своя ситуация, да, может быть. И вот тут надо уже наконец-таки прояснить ситуацию, потому что благодаря а, тому, что он к вам придет, вам станет в разы легче, девочки. И вы с такой легкостью потом пойдете в новое. Вы можете остаться с этим мужчиной. Он неплох, он много что понял, много что осознал. Он и так для себя уже понял, что он без вас не может. То есть он готов меняться, он готов как-то, он может даже уже изменился по отношению к вам, понимаете? Вот, то есть здесь надо дать шанс. Вот именно на такие моменты стоит обратить внимание в ближайшем будущем. Я благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а я буду для вас записывать новые и новые видео. До новых встреч! Вот я вам тут оставлю ваш род ангелов, архангелов, которые будут трубить в трубу и говорить: все у тебя будет хорошо, потому что мы рядышком, мы за тобой следим. Я вас всех обнимаю крепко-крепко. До новых встреч. Пока-пока.